Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев на связи прямо сейчас. Александр, приветствую вас. Приветствую. Друзья, всем большое спасибо, что следите за нашими эфирами, следите за тем, что происходит. Отмечайтесь в комментариях, пишите свое мнение, высказывайтесь. Всех приглашаю на канал Александра Лазарева, и Телеграм, и Ютуб. И, конечно, поставить лайк нужно этому эфиру и подписаться на Шелеста, если не подписаны, сделайте это. Ну, это такая преамбула. На самом деле будем говорить о таких серьезных вещах. Зеленский, кажется, сегодня показал, зачем нужен был Вашингтон. Потому что многие аналитики, причем такие, вот прям 7 пядей во лбу, они вот метались. Ну, вот собрание было, сели эти лидеры за стол к Трампу, Зеленский там. Венс вообще сейчас, конечно, поражает всех. Он рассказывал, как Трамп звонил Путину. Да, все лидеры говорят, нет, не надо звонить, нужно подготовиться. Это пересказ Венса. А Трамп говорит, сколько там сейчас по Москве? Сейчас пойду позвоню. Но при вас делать не буду, чтобы не ставить никого в неудобное положение. В общем, обращался Трамп с европейцами как сам хотел. Но вернемся к Зеленскому. Сегодня в интервью Reuters он сделал ряд таких заявлений, которые как бы нам и демонстрируют, да, его дальнейшую стратегию. Ну, во-первых, сейчас идет тема с гарантиями безопасности. Рубио сегодня собирает украинцев и европейцев, как раз-таки советников, для того, чтобы выработать нечто. Ну, там разные сейчас гуляют версии о том, что кто-то говорит, что ведут контингенты, а США будет прикрывать их с воздуха. Другие говорят, что это контингенты будут вообще разных стран, не только западных и натовских. Однако Зеленский сегодня дал отворот-поворот Китаю, говорит, нам такие гарантии не нужны. Зеленский сегодня говорит, надо уже снимать этот вопрос с выборами, раздражает, как назойливая муха. Давайте уже проведем, и бог с ними, давайте дальше. А что дальше? А дальше получается воевать. Что вы думаете по поводу гарантий безопасности? И действительно ли сегодня только проявляются цели и задачи проявляются Вашингтона? Касательно целей и задач Вашингтона, да, я не устану повторять, истина не тускнеет от повторения, и в принципе та канва, да, которую мы с вами обсуждали ранее, она не меняется. То есть цель и задача – это Вашингтону красиво выйти из конфликта. Будут гарантировать безопасность, не будут гарантировать безопасность, это уже очень такие вторичные вопросы. Более того, было объявлено, и российская сторона сказала, что она согласна на гарантии безопасности Украины со стороны Китая, США, Франции и Британии. То есть, учитывая политическую позицию, да, учитывая идеологическую позицию Российской Федерации, все равно чиновники топ-уровня заявили, что согласны на присутствие там Америки, Британии и Франции. Но включите Китай, то есть как бы нейтральное государство, да, которое там сможет регулировать эти взаимоотношения, и никто не обвинит российское руководство, что после 3 лет боевых действий натовские войска официально начали находиться на территории Украины. Ведь это тоже такой интересный момент для России в первую очередь. И тут получается ситуация, при которой мне казалось бы, что идеальные условия созданы для украинской стороны, то есть все, что хотели, вот вам гарантии безопасности, Америка об этом сказала, европейские лидеры об этом сказали, Россия не против, но предлагает вести нейтральные страны, и тут Зеленский делает то, что он делает, да, никакого Китая на территории Украины, потому что Китай нам ничем не помогал и не поддерживал. Возникает 2 вопроса. Он глупец, да, или он просто спланированно срывает этот переговорный процесс? Если он даже глупец, хотя я его таковым не считаю, то те советники, те люди, которые вокруг него находятся, а конкретно из очень известной британской структуры, да, они ему подсказывают, как правильно и что надо делать. И мыслят не на шаг, а на 10 вперед. Вот. Поэтому срыв вообще переговоров, да, даже в моменте, когда речь идет о гарантиях безопасности и такой отворот для Китая, который делает Зеленский, это очень показательное представление было, которое говорит о том, что никаких мирных переговоров и процессов не будет, а, соответственно, война будет продолжаться, потому что Россия не согласится на то, чтобы по окончанию боевых действий
на территории Украины находились исключительно представители стран НАТО. Тогда, получается, Россия проиграла эту битву, да, ведь речь же шла о фундаментальных вопросах, что вот Украина не должна вступать в НАТО, Украина должна быть нейтральным государством. Финляндизация Украины, да, этого ж притянули, которые там примеры приводил, как финны разобрались в прошлом веке. Это ж, как бы маленькие пазлы одного большого целого. А тут, получается, Зеленский говорит, нет, только те страны, которые нам помогали. Фактически, говорит прямо, только страны НАТО должны находиться на территории Украины по окончанию боевых действий и гарантировать безопасность. В какой форме, в каком виде, непонятно, но, скорее всего, речь идет о миротворческих контингентах. Да? И если там не будет представителей нейтральных стран, а, возможно, даже стран ОДКБ, то Россия на это никогда не согласится, потому что это будет выглядеть не только публично, но и геостратегически это как проигрыш. То есть тогда вопрос, а зачем все это было, да, для России, с точки зрения России? Так и для Украины такой же вопрос возникает. А зачем все это было? То есть я уже приводил вчера эту мысль, она, конечно, так обухом бьет по голове, потому что с одной стороны, там, Британия помогает проводить выборы, меморандум подписали, будущие, послевоенные какие-то, там, недра, землю, в общем, уже как бы продали, да, то есть продали, все нормально, понятно, да, то есть становится. Инфраструктурные объекты тоже. Сейчас же какая история? Был налет большой по Украине дронов и баллистики, и там же вот как пишут, в Мукачеве американский завод разбили. То есть это уже видно тоже идет, скажем, такая подача, что, мол, смотрите, там объект какой-то энергетический азербайджанский, а тут американский, а тут еще какой-то. То есть мы видим, как это вырисовывается. Это тоже пазл большой стратегии Зеленского на продолжение войны. Я, с вашего позволения, хотел бы тогда уточнить по поводу... и получается, что украинцы как бы находятся, в общем-то, в окружении чужих интересов. А тут еще и войска введут, какие-то непонятные. То есть зачем, куда? Если мирное соглашение, то зачем войска? Прикрывать их с воздуха, от кого, если мир? И, конечно, фламинго. Зеленский говорит, вот с Нового года, как начнем серийное производство, как будем, так сказать, защищаться ракетами, стрелять по территории России. Все действительно идет к какому-то новому витку эскалации, который будет, кажется, еще страшнее. Но я хотел бы вернуться на полшага назад, как проскочил Зеленский вот эту тему с выборами. То есть, когда ситуация в овальном кабинете, он посмеялся. Когда вот сейчас интервью говорит, давайте уже закроем этот вопрос, его, давайте уже выборы эти проведем, кому они нужны? Тут такие вещи происходят, война, геополитика. Получается, что Зеленский быстро хочет провести хоть какие-то выборы, то есть позиция опять поменялась. Пока очень размытая история насчет выборов, да, он может декларировать публично, что давайте проведем, я хочу их провести, но на самом деле выборы это довольно-таки сложный, трудоемкий процесс, к которому необходимо готовиться. Как минимум на законодательном уровне необходимо будет принять некоторые изменения. Да? Там вопрос, например, того же военного положения, ведь они ссылались постоянно, что выборы не проводятся, потому что в Украине военное положение введено. А если снять военное положение, это автоматически значит разрешить выезд за границу украинцев, да, конкретно мужчин. Тогда вопрос, кто голосовать будет. Тогда проголосуют как раз на границе люди, те, которые выедут. Очень, очень примечательно будет. Мы увидим уровень поддержки и уровень голосования. Они это понимают, и с учетом того, что стратегическая задача у них стоит все-таки продолжать войну хотя бы год, полтора-два, они на это не пойдут. Уж больно большие риски потерь. Хотя могут отменить военное положение, но не разрешить выезд за границу, да, придумать какую-то аргументацию. Такое тоже может, я не исключаю. Такое тоже может быть. Но с другой стороны, то, что Зеленский вычудил в Белом доме, для меня это был просто такой жирный плевок вообще в лицо всего украинского народа. Он тупо, простите за выражение, поржал над тем, что это вы, что ли, власть, да, украинцы, народ Украины? Это вы думаете, что вы власть? Вы власть, там мне плевать. Кстати, президент США, посмотри, хочешь тоже так же, да? Классная идея. Он же с этого посмеялся и сказал, вам понравилась эта идея? Как можно узурпировать власть и оставаться уже 7-й год в
президентском кресле, да, при полномочиях в 5 лет. И он об этом смеется, прямо говорит. То есть, хотя, Трамп, то есть, ссылался до этого, что там Байден нарушал Конституцию, что вот Байден такой, а Зеленский кивал гривой и говорил, конечно, да, Байден там вообще, кто он такой вообще, этот Байден? Вот. Потом интересный момент, мне очень понравилось, когда Трамп такую львиную долю этого спича посвятил тому, что голосовать по почте это очень плохо, потому что идет там подлоги, да, фальсификация и прочее. А Зеленский что сейчас педалирует вместе с Федоровым? Там голосование электронное, интернет-голосование. Да? Все, они эту тему пытаются прогнать. Британцы подключаются, да, говорят, мы можем помочь вам провести выборы. Вот, и я так понимаю, речь идет о молдавском либо о румынском сценарии, да, там, где они уже помогли провести выборы, когда там кандидат внутри побеждает, а потом, оказывается, из заграничных пунктов голосования приходит столько писем счастья, и оказывается, побеждает тот, кто должен победить. Вот. Такой вариант тоже рассматривается. Я думаю, что Зеленский и его окружение сейчас рассматривают несколько вариантов. Да? Либо срыв вообще переговорного процесса, либо это легитимизация, чтобы сбить оскомину на Западе. Да? Может быть, ему и Трамп сказал, что как бы пора. Мы же не знаем, о чем они говорили там за закрытой дверью. Да? Потом он вышел с таким грустным лицом чуть-чуть, уже не так сильно улыбался. Вот, поэтому такая возможность существует. Но опять-таки, если мы сейчас отойдем от целесообразности Зеленского и его окружения, как можно провести выборы? Как минимум, то есть, если мы думаем о том, да, вот моделируя ситуацию, что выборы нужны для того, чтобы все-таки обеспечить эти договоренности, которые там подпишет или подписал там Трамп с Путиным, и, собственно говоря, потом Украина должна стать частью этих договоренностей, нейтральной, неблоковой страной, отказаться от части территорий. Тогда вопрос, кто в этих выборах будет принимать участие. Если, например, те политические силы, которые сейчас пробируются социологическими центрами, то ни одна из этих политических сил не может стать центром притяжения там, какого-то нейтрального электората и отвечать в будущем за нейтралитет. Типа там за сдачу, условно говоря, великой цели, которую Украина стремилась 10 лет вступить в НАТО, да, там, за отказ от территории и прочего. Тогда это будет для них капитуляция. То есть, придя там условный Залужный, условный Притула, условный Буданов, для них это все. Это крах вообще карьеры. У них совсем на других основах и принципах выстраивалась публичная коммуникация. Вот. Для этого нужны другие политики. А другие политики находятся под уголовными делами, под санкциями, под запретом въезда, да, и под другими лишениями. Тогда вопрос, нужна амнистия, будет амнистия, не будет амнистия. А если не будет амнистия, возвращения прав партии, тогда вопрос демократичности этих выборов. Получается, что смогут принимать в выборах только правильные, те, которые надо, а те, которые не надо, не смогут. А устроит ли это всех переговорщиков на геополитическом уровне? Да? Ведь, условно говоря, я задаюсь себе вопросом, вот, например, та же Российская Федерация, которая декларирует определенные там свои взгляды, цели и видение развития ситуации и в Украине, и в Восточной Европе, там, и можем ссылаться и на геополитические концепции, американские, русские. То есть для них сменить Зеленского на условного Буданова или Залужного – это выигрыш или проигрыш? Мне кажется, скорее всего, проигрыш, чем выигрыш, да, потому что это более радикальный человек. А пойдут они на это? Вряд ли пойдут. То есть и вот такие вот моменты возникают. То есть должна быть фигура, которая будет согласована всеми сторонами. Причем либо фигура, либо вообще отмена президентского поста как такового, то есть переход к парламентской республике, да, когда именно в парламент представительство партий, которые между собой могут отличаться идеологически, могут отличаться с геополитическими направлениями и взглядами, будут обеспечивать этот некий баланс. Но без сильного лидера, без главы государства, да, а там с главой исполнительной власти, собственно говоря, как это происходит в парламентских республиках. Нет, смотрите, тут же какой еще интересный момент я хотел бы добавить. Александр, так а можно же сделать так, что президентского поста не будет, а в парламенте будут люди, которые не отличаются идеологически. И будет условно какой-то руководитель страны, типа премьер-министр или там канцлер какой-то, да, например.
там перекроять немножко области. Главное, чтобы не фюрер, да. Канцлер нормально. Ну, то есть, понимаете, и будет перекроять области. Сейчас уже гуляет эта идея, а давайте Славянский Краматорск отдадим Харьковской области. Ну, например, да. И вроде как тогда и все, и юридически надо ничего не менять и так далее. Тут же вот вышел Ермак в итальянскую прессу, Карьера делла Сера. В общем, это что-то. Значит, во-первых, он говорит о том, что... Сейчас это очень интересный нарратив. Я тоже хотел бы, чтобы вы высказались по поводу него. Мол, смотрите, Россия с боями, как бы 1% территории заняла только, украинский. И это вот обставляется как лютая перемога. То есть, смотрите, все сейчас говорят, что на фронте тяжело, людей не хватает. Правда, проблемы серьезные. Там СЗЧ, уклонисты. В общем, это ужас какой, что происходит. И действительно есть дефицит людей. Это все будет накладываться на дефицит финансирования вооружения. То есть перспективы очень грустные с точки зрения войны. Они никуда не делись. И для тыла, и для передовой проблемы у страны. Денег не хватает, ну, там пытаются обставить, что, ой, там всего 10 миллиардов надо найти на следующий год, такая этот чем закрывать. Тоже возникают вопросы. Но нам говорят, победа. Россия продвинулась только на 1% украинской территории с боями. А, мол, все то, что до этого подразумевается, было сдано без боя. Об этом говорит Ермак. Ну так подождите, а почему тогда это было сдано без боя? А кто ответит за это? Это раз. Во-вторых, а что это за проценты? Ведь это же прямой ответ на общение Трампа и Зеленского у карты в овальном кабинете, где все обратили внимание, там Николаевская область 1%, Сумская область 1%, ну и так далее, там маленькие где проценты. А с другой стороны, как бы большие проценты, это, ну, то, что захватила Российская Федерация, то, что она взяла, забрала себе. Ермак говорит, никакого референдума по территориям не будет. Президент четко сказал, будет говорить об этом лично с Путиным. Подождите, а что это за правовая процедура, когда встречается один президент с истекшим сроком полномочий, и которому нужно как-то решить вопрос с этими выборами, чтобы не приставали, и президент другой страны, которую там уже все реже и реже, ну, иногда называют агрессором, да, потому что мы видим, как парадигма изменилась, и они будут что-то решать вдвоем. Простите, а мы в эру монархии переместились уже? Давно. Давно, к сожалению, переместились уже последние 3 года. Украина живет в эре даже не монархии, там, даже не абсолютной монархии. Мне тяжело назвать, как это... Ну, классически это называется диктатура, да, то есть по-другому никак не назовешь. И то, что говорит Ермак, 1% территорий, а все остальное, ну, то есть это получается признание, что это уже не украинские территории, или как со стороны Ермака. Для меня вообще очень показательное были посты Ермака и улыбчивость Зеленского возле этой карты. Класс, какая классная карта, я себе ее заберу. А что тебе понравилось в этой карте, дорогой? То, что ты потерял территории украинские? Ну, это в этой карте классно. Или сколько погибших людей было, да, когда ты их отправлял на контрнаступ, на штурм там определенных городов, которые ты в итоге потерял. Там фортеця Бахмут, да, дальше там впаде Мариуполь, впаде и Украина. Это ж все ж было. Это ж не выдумки, это бигборды висели по всей Украине. Я их собственными глазами видел. А сейчас ему нравится, он карту это хочет забрать к себе. И Ермак рассказывает о том, что, значит, что получается история прям вообще чудесная, всего лишь 1%, значит, это никакие не потери, это прям нормально, значит, можно с этим соглашаться. Слушайте, ну, если вот они пытаются провоцировать, да, и хотят большего конфликта, то просто нужно не забывать, что Россия на оборонку тратит около 6% ВВП, а оборонка не ограничивается исключительно украинским конфликтом. Да? То есть оборонка у России охватывает и флот, и содержание там, ядерного оружия, и другие контингенты. То есть и если вот он так вот, мы такие сильные, они ничего не могут, 1% только взяли,
то может же быть ситуация, при которой Владимир Путин решит, а он решает, да, в стране, все его там поддержат. В России решает Путин. И решит, что нужно не 6% тратить на оборонку, а нужно потратить 20 или 30. И что тогда будет? А мобилизацию, если проведут? То есть об этих вариантах почему не задумывается ни Ермак, ни Зеленский? То есть у них сказки, да? Но хотя с другой стороны, а им-то плевать, Александр, там, уважаемые зрители, а какая им, собственно, разница? Их же дети не пойдут воевать. Если надо, они мобилизуют 17-летних, 16-летних, стариков мобилизуют, женщин мобилизуют. Вот, для того, чтобы еще год, полтора, два продержаться при власти. Вот, собственно говоря, цена той риторики, да, этих действий, которые сейчас провозглашают Зеленский и его окружение, в том числе Ермак. Вот цена вот этих вот как-то смешочков, да, так мягче скажу, другая фраза была в голове, которые они сейчас публично демонстрируют. Потому что могут доиграться. Ведь давайте вспомним, это, ну, не то, что я там о чем-то говорю, что вот пора подписывать. Просто на логику, дорогие друзья. Минск-1, Минск-2. Вот. Какие условия были? Крим за скобки, Донбас в составі України автономний. Погано, дуже погано. Федералізація то горе велике, да, для України, то нельзя. Это ж типа Россия, ну ничего, что там Штаты, там Германия, другие страны тоже федеральные, да, нет, это очень плохо, нельзя. Хорошо. Значит, Минск не выполняли, начался конфликт полномасштабный, большая война, все. Стамбул-1. За скобки уже Донбасс и Крым вынесли, да, но Херсон и Запорожье в составе Украины возвращаются. Все, класс, подписали, они же подпись поставили, то бишь признали, получается. Решили просто воевать, дошли до Стамбула-2, уже Запорожье и Херсон за скобками, да, плюс там какие-то буферные территории были объявлены. Ну, сейчас непонятно, там откат от этой позиции идет, не идет, но если подпишут мирное соглашение, договор, то пойдет откат, но тем не менее уже даже на юридической плоскости Америка заявляет о том, что Крым необходимо, там от Крыма Украина должна отказаться, и это вообще отчаяние его вернуть, все это забыли. И Трамп говорит то, что для меня было прям фундаментальным. Он сказал, Обама подписал сделку с Россией, сделку по тому, когда отдали Крым. Тогда, получается, это была сделка, значит, в 2014 году. А в этой сделке участвовал Турчинов, да, Порошенко и все это окружение майданное, когда украинские войска выходили из Крыма. То есть, получается, ребята, вы поучаствовали в этой сделке, а потом нормальным людям делали мозги 10 лет, чей Крым, да, то есть, и если кто-то что-то неправильно говорил или констатировал факт, что вы его не контролируете, либо вы его сами же издали, то это был изменник Родины, простите. Так, а те, которые его сдали, поучаствовали в сделке Обамы, это не изменники Родины. И по Крыму дальше идет интересные разговоры в британских медиа, начинают уже историю Крыма рассказывать, что там Хрущев передал, а до этого там империя была, и вообще там флот был не из-за Харьковских соглашений, а еще далеко до Путина. То есть и вот эти все вещи начинают потихоньку легитимизировать. Тогда возникает очень много вопросов к украинскому руководству с 2013 или 2014 года. Вот, ребят, а зачем вы это все делали, да? То есть, а зачем вы манипулировали народом? А зачем вы шили уголовные статьи для людей, которые говорили, что давайте все-таки как-то здраво подходить к этим вопросам? А сейчас от НАТО и от европейской интеграции откажутся. Ну, что откажутся? НАТО отказалась. Америка сказала. Все, если Америка говорит, да, плюс и европейские лидеры, которые присутствовали в Белом доме, об этом тоже сказали, что, ребят, ну, надо что-то альтернативное думать, да, по типу там 5-й статьи, но никакого НАТО не будет. Тогда получается, я когда подозрение получил за критику европейской интеграции и курса в НАТО, тогда сейчас все должны подозрения получить в украинском власти, да, в том числе Зеленский, а весь парламент. Ну, то есть, вот такие вот вещи идут. Вы зачем спекулировали на этом? Если вы заведомо понимали, что Крым вы не можете вернуть, если вы заведомо понимали, что Украина в НАТО не пойдет, а зачем ты выступал там за 3 или 4 дня, Зеленский, да, в ООН или где, и говорил, что ядерное оружие сейчас будет делать и возвращать? То есть, это ж не 95-й квартал. С учетом накаленной обстановки, с учетом повышения ставок и понимания, что Россия вот-вот может приступить к другим, да, взаимодействиям с украинской властью, и звонки ж были, Ермаку звонили, Зеленский об этом знал, это мы с вами ничего не знаем. Нам-то никто
А они были в курсе, на контакте с российской стороной. И в итоге он едет после этого и выступает и говорит, что нам ядерное оружие надо. Ну, тогда вопрос, да, а ты войны не хотел? То есть, ты за мир или ты специально это сделал? Ну, вопросов много. Я думаю, он должен будет на них ответить, но мне бы очень хотелось, чтобы в украинском суде, да, и в качестве подсудимого. Ну, хочется, чтобы не в украинском суде, потому что в украинском суде, простите, к Ну, нему так. много вопросов. Изначально. Встреча Путина и Зеленского. Что вы думаете вообще по поводу этой темы? Потому что шума много, очень много. Там разных фейерверков. Западная пресса, там Политико говорит, все уже определились. Венгрия. Символизм какой. Будапешт-2. Потом вбрасывают историю, причем западные журналисты, да. Я тоже у себя на телеграм-канале разместил. Послушайте, цитата какая Лаврова, ничего себе, никакой встречи не будет. И это как раз-таки в день большого программного интервью Лаврова, где он отвечал на российском телевидении, да, отвечал, потом CNN берет куски, CNN это как бы публикует о том, что встречи никакой не будет, а это оказалось мнение журналиста, а не Лаврова, хотя Лаврова цитата приводилась, но она была более мягкой, ну, она как бы подкрепляла, да, вот эту позицию о том, что ничего не получится. Но вроде как получится, а может и нет, а может и да. И вообще какая-то странная история. А давайте они встретятся, а потом встретятся втроем с Трампом. И что? Ничего. Э, На самом деле, очень размытые формулировки были после того, как Дональд Трамп объявил всем, что все-таки эта встреча будет. После того, как Рубио сказал, что она чуть ли не будет там до конца августа, да, что уже все согласовано, выбираем только место встречи. Вот. Ушаков сказал, что Россия готова рассмотреть повышение уровня состава делегаций. Лавров подтвердил, что уровень состава делегаций будет пересмотрен и повышен. Но повышение уровня состава делегаций, это же не означает, что Владимир Путин его возглавит. Там, может, Сергей Лавров возглавит, да? Вот. Чем не повышение уровня делегаций? Министр иностранных дел, вот вам второй человек по международной политике в стране. Повышение, повышение. Но давайте смотреть даже не с точки зрения заявления, а с точки зрения логики и выгодности. Встречаться, чтобы что? Чтобы был спектакль, который устроит Зеленский, там, не пожав руку Путину, да, героем вернулся в Киев, либо там взбрыкнул, не договорился, или встречаться, когда Зеленский, условно говоря, встретится с Путиным и подпишет отказ от территории. Но тогда ему в Киев можно не возвращаться, да, он может там остаться, где он будет, где эта встреча будет проведена. Это ж понимают и дипломатические ведомства стран, конечно, понимают, а в том числе понимают лидеры государств. Так вот, вопрос такой, что по дипломатии, да, и по протоколу лидеры государств встречаются уже, когда необходимо что-то визировать, а не вести переговоры. То есть до встречи с лидерами государств предшествует очень длительный переговорный процесс. И не такой, как в Стамбуле происходил, когда последний раз 30 минут встретились, и за 30 минут они что успели? Ознакомиться просто с документами, которые привезли, и обсудить, на какой линии разграничения будут переданы там тела погибших, либо военнопленные, либо там дети, или о чем там еще речь шла. За 30 минут не смогут согласовать, тем более подискутировать, выработать какую-то дорожную карту по меморандумам, которые исключают друг друга, то есть взаимоисключающие вещи находятся в этих меморандумах. Мы видели, как, например, до встречи Путина и Трампа, сколько было звонков между президентами США и России, сколько было приездов у Виткофа и Дмитриева, да, в обе стороны, сколько было встреч с спецпредставителем США и президентом Российской Федерации, около 5, может больше, да, только на моей памяти столько было. Вот. А сколько контактов между там российской стороной и украинской, да, сколько вопросов обсуждено? Мне кажется, ноль. А ведь если бы готовилась какая-то встреча, готовилось подписание какого-то документа, а я повторю, что Путин будет встречаться с Зеленским только в случае, если все будет решено, и то большой вопрос, ведь Россия заранее заявляла, что Зеленский не имеет права подписывать документы, и они очень сильно сомневаются о том, что если Зеленский будет ставить свою подпись, что потом
новая власть в Украине будет выполнять эти соглашения. То есть им необходимый какой-то легитимный лидер, да, для того, чтобы поставить подпись на том или ином документе. Либо парламент. Но Зеленский принял указ, при котором никто, кроме него, хотя и он тоже не имеет права вести переговоры с Россией. Но тем не менее, то есть именно там с Путиным, с Россией. Но он потом сказал, что это касается всех, кроме него. Так вот, у меня возникает логический вопрос. А зачем сейчас Путину встречаться с Зеленским? Чтобы что? Чтобы устроить спектакль? Ну, то уже то совсем другой уровень политиков. То есть ему спектакль не нужен. Он вернется потом в Россию с чем? С тем, что там Зеленский взбрыкнул? Очень много вопросов попутных возникает. Эта встреча вообще сейчас нужна или она не нужна? Если бы она реально готовилась, мне кажется, со стороны Владимира Александровича и его окружения были бы совсем другие позиции, которые они сейчас объявляют. Вряд ли бы после заявления Лаврова о том, что Китай должен быть гарантом, Зеленский говорил бы о том, что Китай вообще нужно. Какой Китай? Они же там не с нами, не помогали Украине. Мне кажется, была бы более мягкая позиция. Он же не сказал, Лавров же не сказал, что Лукашенко должен вести миротворческий контингент на территории Украины, да, что белорусы были там. Ну, он сказал Китай, нейтральное государство. Вот, они отказались. Насчет территориев тоже, на территории тоже эти выпады идут, что типа вот сначала сказали, что Зеленский, дескать, передал Донбасс, там все подписал, только мы об этом не знаем, но потом он возвращается и начинает совсем другую песню петь. Поэтому я пока не вижу по таким маякам, да, что эта встреча возможна в ближайшее время. Вообще она возможна, конечно. Рано или поздно она состоится. Не факт, что Зеленским. Да, возможно, есть другой план. Может быть, кто-то другой будет присутствовать на встрече и подписывать эти соглашения. А Зеленский там уедет за границу и создаст правительство в изгнании, да, присоединится к Тихановской и этой, как его, и Навальной, и они там будут триединую Русь формировать где-то в Польше, либо в Британии. Может быть и такое. Но для того, чтобы встреча состоялась, повторюсь, должны быть согласованы позиции, а они пока не согласованы. Ну, Политико пишет сегодня, что Штаты планируют отыгрывать самую минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины. Поэтому Европе придется взять на себя большую ответственность. И издание это пишется ссылкой на кого-то из Пентагона. Мол, вот там. Ну, хотя, в принципе, Джей Ди Венс четко об этом сказал ранее. Да, мы видим, помним. Ну, также говорится, что Трамп заявил о том, что готов отправить американские войска в Украину, однако на следующий день сказал, что готов предложить воздушную поддержку войскам. То есть мы понимаем, что это идет чехарда заявлений. Ну, тут как бы с вами сложно согласиться, чтобы красивее или как красивше выйти из вообще этого, скажем так, из конфликта, из войны. Ну, зато Ермак говорит, 3 страны уже прям готовы отправить войска, то есть точно будут войска в Украине. Вообще, конечно, эта история с гарантиями и войсками, она сейчас приобретает какой-то сюрреалистический вид, и вот Лаврова тут тоже опять нужно вспомнить, не злым тихим словом. Он же четко сказал, что без гарантии для Украины, без России, это путь в никуда. Логично, максимально логично, потому что Россия тоже должна предоставить гарантии ненападения, безопасности. Все как-то, понимаете, я вот вижу, как вот эти информационно волнами забиваются главные вещи, которые прозвучали. Позавчера Витков четко сказал, значит, Россия там получает свое, Украине предоставляются гарантии типа 5 статьи, но это не НАТО, от разных стран, они могут быть абсолютно разными. А Путин, да, как бы подписывая договор, берет на себя обязанность законодательно прописать в российском законодательстве, прописать ненападение на Европу и на Украину в будущем. Ну, то есть, в принципе, контуры, да, вот основные вещи, о которых договорились, вот они Виткофом и озвучены. А то, что сейчас происходит, это какие-то танцы, какая-то, не знаю, там, попытка отпетлять. Отпетляет Зеленский, как вам кажется? Мне кажется, нет. Но он может петлять еще там
Полгода, год. Но в конечном итоге, сколько веревочки не веси, все равно совешься ты в петлю, как пел Высоцкий. Собственно говоря, у Зеленского конец предначертан. Его политический конец и конец его режима и окружения, и той касты, которую он сформировал вокруг себя. Чтобы не заявляли, как бы не хотелось, да, какие бы там чаяния они не строили на то, что только страны НАТО будут находиться с контингентом на территории Украины, я повторюсь, для России это будет не просто угроза, это значит получается, что после начала боевых действий, которые с 22 года шли и объявлены были определенные геополитические, я не говорю идеологические, мы не касаемся, это отдельная история. Вот геополитические задачи, то есть слом концепции, которую взяли на вооружение там Байден, демократы, к ним присоединились европейские глобалисты. То есть концепция Бжезинского, да, и который, ссылаясь там, да, на стратегию Маккиндера по сдерживанию развития континентальных империй там, посредством Маккиндерианского кольца. Это значит, типа в оцепление берется государство посредством недружественных, неактивных стран, на территории которых можно в любой момент разжечь какой-то конфликт и спровоцировать на ввязывание в этот конфликт геополитического игрока, которого необходимо усмирить, так сказать, да, либо обрезать ему возможность развития, что, собственно говоря, и было. И то, что Россия начала делать по геополитическим заявлениям, не по идеологическим, это создать контролируемую, прогнозированную обстановку на своей западной границе. То есть об этом неоднократно было сказано. И с точки зрения геополитики это очень понятная вещь. Это может быть неприятная вещь для украинской государственности, но это понятная вещь. Но при этом всем самое важное, что было заявлено там, помимо стратегий, которые обсуждаются не на телевидении, да, а там на каких-то круглых столах или на прочих форумах, было заявлено, что проблемой всему было расширение НАТО. Расширение НАТО на восток. Несколько волн, обещание не расширять, не двигаться. Путин лично давал не одно интервью, в котором по полочкам раскладывал, в какой год какие страны присоединились к НАТО, что этому предшествовало, а там мы договаривались, что этого не будет. И вот они нарушили, а потом Минские соглашения, потом вот это вот в Украине все было. А Меркель сказала, что никто выполнять этого не хочет. Это же все публично говорилось, есть этому доказательства. И тут представляете ситуацию, после которой все вот эти аргументы умножаются на ноль. То есть получается, что боролись, чтобы НАТО не двигалось, а потом согласились на то, что представители 3 или 4 армий НАТО будут находиться прям на границе. Я в это не верю. Ну, не верю, не смогут. Во-первых, это стратегическая опасность для России. В любой момент может разжечься конфликт. Это стратегическая опасность и для этих стран, потому что, не дай бог, какая-то провокация, а там и ядерное государство, и может бог знает, что начаться. Могут быть серьезные проблемы. Да? Провокацию могут сделать кто угодно. Условно говоря, там обстреляли там, британские, французские войска, обстреляли российские войска. Либо наоборот, да? Либо что-то взорвется. Мы знаем, Так как а это... зачем им это? Подождите, вот я все равно не могу понять, зачем. Вот как ни крути, вот смысл там нахождение, это интервенция. Получается, да, это оккупационные войска будут, хоть они будут называться миротворческими. То, что сейчас проговаривается, да, там со стороны Украины, что мы хотим, чтобы там не британцы, французы стояли на территории Украины, да, это оккупационные войска, которые должны будут контролировать ситуацию и обстановку, а не гарантировать безопасность. Еще раз повторюсь, гарантировать безопасность смогут только войска США, России, Китая и представителям Европы. Когда будет еще нейтральный игрок среди них, но мощный, нейтральный, но который может надавить, а не там, условно говоря, финны, да, и финская рота, или не финская, эстонская рота, да, вот. Дальше будут европейские, но без них никуда, потому что очень сильное лобби сейчас в Украине. Даже именно Британия, я сейчас не говорю там Европейского Союза, Британия там ведущий игрок, американцы и русские, вот тогда можно о чем-то говорить. Еще батьку можно туда тоже, да, чтобы, так сказать, он над схваткой был. Вот. Без этого никак. Вот только когда будут находить... И причем, опять-таки,
эти войска, возможно, да, именно миротворческие, должны будут что-то обеспечить и выйти. Иначе тогда получается государственности каюк. Государства не будет. Даже при наличии там 4-5 армий, которые между собой не входят ни в какой блок, а наоборот являются противоборствующими. То есть я понимаю, что необходимо эти все миротворческие контингенты завести, утихомирить обстановку, провести выборы, да, сменить курс, стабилизировать все, дать гарантии для того, что, например, те инвестиции есть, я сейчас моделирую, опять-таки, это не говорю, что так будет, инвестиции, которые будут там выделены на восстановление, не будут разграбленными бандформированиями какого-то олигарха. А это ж наше будущее. Украину ждет создание опять огромного количества частных армий. Это же было после Майдана, только Майдан не был войной. Майдан был просто переворотный. И после этого было множество создано армий, да, у олигархов, в том числе там, которые потом стали добробатами и прочее. Вот. А после войны вы представляете количество людей, которые вернутся с фронта? Вот их будут вербовать в это все. Поэтому эти войска должны гарантировать безопасность, сохранность активов государств и возможность проведения тех же выборов. Либо создание администрации. Я не знаю, на что договорятся. Там они великие, им виднее. Это будет сначала переходное правительство, администрация, да, за которую, возможно, никто голосовать даже не будет. Она просто будет назначаться, потому что Трамп скажет: слушайте, проголосуйте потом. Вы не голосовали сколько, вот вам администрация, с которой решайте. Либо же это будут проведены выборы. Для этого нужна безопасность. А дальше эти войска должны покинуть территорию Украины. Иначе тогда Украина является оккупированной колонией. Ну, то есть, а вопрос тогда, зачем все это было? Державність зберегли, да, или в НАТО вступили? Нет. Ну, это будет очень плачевно, если войска надолго останутся после того, как они зайдут. Плюс еще, конечно, в этой ситуации не добавляет оптимизма, это инфраструктурная война. Новошахтинске попали под предприятие, украинская сторона говорит, попали по НПЗ. Financial Times, целый Financial Times написал о том, что в России проблемы с бензином. Ну, там даже не с бензином, а с логистикой бензина. Ну, потому что нужно перевести районы, в общем, обеспечить топливом, и начинаются проблемы из-за украинских ударов. Об украинских проблемах пишут меньше, менее охотно, да, то есть... Ну, какой-никакой там депутат Цымбалюк выйдет и скажет, что 100% ВВП к долгу соотношение, а если все продолжится в таком же духе, следующий год будет 140, 150, а потом, ну, в общем, мы банкроты. Так и говорит нардеп. Ну, как бы поймали за язык, растиражировали, но по большому-то счету беда. Шмыгаль уже как министр обороны высказывается о том, что вот смотрите, давайте сделаем международный рекрутинг, короче, по всему миру соберем бойцов, будем им платить деньги, наймем, и они будут воевать. Выходит другой нардеп, говорит, ну, это, конечно, замечательная идея, только тут проблема в чем? В том, что наемники приезжают, повоевали на стороне Украины и на сторону России перешли. Есть такие случаи, там заплатят больше. Ну, а им же все равно, им надо как бы, чтобы деньги платили, и будут воевать. Ну, вот такая какая история, бесхитростная. Плюс инфраструктурная война, и когда выносятся предприятия разного толка. Причем здесь, смотрите, я сразу всех призываю не верить никому, что есть какие-то в такой войне предприятия, ну, которые не производят ничего. Ну, там, гражданские. Вот, например, как в Мукачево, это вот электроника и, ну, гражданские, там, какие-то стиральные машины, там, в общем, ну, какую-то электронику. Ну, для дома, бытовую технику. Нет таких предприятий. Когда идет такого рода война, то таких предприятий нет. Когда идет такого рода война, то железнодорожные узлы, там, логистические вещи, любые, все оправдывается. Даже вот диверсантов задержали, в Брянской области отрапортовали российская сторона, что там Украина там 3 при задержании застрелили, там кого-то взяли, они там подрывали пути, да, то есть операция ДРГ такая была. То есть этого всего нет. Это нужно или все заканчивать, и тогда это будет.
ну, если закончить, например, стрелять, все, перемирие или прекращение огня, или мирное соглашение, тогда да, тут это предприятие такое, это сякое, за ним наблюдают, их смотрят, изучают, плюс там логистика. Я просто к чему? Я к тому, что в этой войне на истощение же продолжается. Какие шансы у Украины выстоять? Нулевые. Нулевые шансы, ведь здесь чистая математика. Здесь нет никакой идеологии, пропаганды. Просто запасы прочности экономик сравните, и все. Вот и все. То есть запас прочности экономики России, запас прочности экономики Украины. И в долгую Украина просто не выстоит. Это будет конец государственности в целом. То есть ее восстановить будет невозможно. Это будет выжженная земля. В этом очень большая угроза существует затягивания конфликта. Параллельно с этим та каста, которая сформировалась на войне, она просто сможет стать еще богаче. Еще один банк прикупить где-то на Западе, да, еще биткоинов купить, вывести денег. Вот. Они, да, то есть им это надо. А для государственности, для народа это просто потеря страны будет. То есть в долгую Украина играть не может. А что бы там ни рассказывали, да, условно говоря, вот они наносят там удары, и Россия, там все там без бензина и прочее. Мне кажется, у России много проблем, но энергоресурсы – это, наверное, последняя проблема, которая есть в России. Да, логистика, конечно, там, возможно, нарушается, но, опять-таки, по доле ВВП. В Украине долг, как сказал Цымбалюк, 100% ВВП. А Россия тратит на оборонку 6% ВВП. Но тут же математика. Разница в этом всем 94%, если я таблицу деления знаю. Вот, 94% разницы. И вопрос, опять-таки, Россия воюет за свои, Украина за одолженные деньги. И чужим оружием, а не своим. Есть, конечно, предприятия, вот вы только что привели пример, там, это считается во время войны предприятием двойного назначения, да, что там может производиться, Бог его знает. Если там производится электроника, там свободно могут собираться и дроны, да, и опять-таки могут не собираться, может реально кофемашины производят. Но красиво действительно действуют советники Зеленского, и мне кажется, тут чисто британская рука видна, узнаю брата Колю, так сказать, что это ударили не по украинскому предприятию, по американскому. Это прям вот так вот во время переговоров вы смотрите, куда они бьют. То есть вы говорили, что американский бизнес зайдет в Украину, вот, начнет заниматься там производством и прочее, это будут гарантии безопасности, что никто не сможет, что Россия побоится наносить удары? Эх, нет. Вот Россия уже наносит удары, да. Азербайджанский там Сакар, ну здесь, конечно, другая история с азербайджанским Сакаром, по нему очень долго не били, а в последнее время очень часто начали попадать. Вот, мне кажется, тут есть, конечно, моменты политического характера, да, но сейчас не об этом. Возвращаясь к Украине, если конфликт продлится еще несколько лет, на экономике можно будет поставить крест. Украина скатится в начало 20 века, это будет полностью сельскохозяйственное государство, вот, страна даже не государство, вот, с подавляющим натуральным обменом, натуральным производством. Да, то, что он произвел, то и съел. Либо обменялись потом на рынке, потому что инфраструктура советская, индустриальная, которая была и которая с каждым днем разрушается, до этого украинским олигархатом и политикумом, а сейчас боевыми действиями, прилетами, она может не подлежать уже восстановлению, потому что свято место пусто не бывает. Вот если какой-то завод украинский выбыл, да, из рынка, то его занимает другое производство. И когда этот завод восстановят, а восстановят ли, а стоит ли его восстанавливать, потому что все-таки не плановая экономика, не закрытые циклы у нас, а рыночная экономика, и все ориентируются на общий рынок, смотрят, а стоит ли вкладывать миллиарды долларов для того, чтобы восстановить то, что разрушено. Нет, не стоит. Есть альтернативные пути. Значит, тогда на этом предприятии ставим крест. А в Украине очень много предприятий, которые являются градообразующими, потому что Советский Союз так выстраивал города, да, строит стратегическое предприятие, а вокруг него поселение. И в основном в этом поселении люди, которые работают на этом предприятии. То есть они зарабатывают основной доход. А дальше идет мультипликатор доходов и расходов. То есть получается, что эти люди
тратят деньги в этой области, в этом районе, за это живут парикмахерские, магазинчики, там прочее, прочее, прочее. Это все потом сформирует некое такое вот доходное облако. Если предприятия перестали работать, тогда поселения начнут, ну, банально испытывать голод, да, денежный голод, отсутствие рабочих мест. К чему это может привести? К концентрации, с учетом того, что закрыты границы, концентрации, огромной концентрации людей вокруг больших городов. Людей без денег. Подобная история без войны была. Там рынок земли хорошо воплотили в Бразилии, да, в 80-е годы, когда начали эти фавелы выстраиваться вокруг Рио-де-Жанейро. Вот, и беднота просто плодилась. Вот такое будущее может быть сейчас у Украины. И причем это объективное будущее, потому что очень сложно будет тем людям, которые придут на смену Зеленского, а я все-таки верю, что придут адекватные люди, а не те, которые лозунгами замещают базис. Вот. Очень сложно будет находить инвесторов, создавать проекты инфраструктурного характера, да, индустриального характера, которые смогут содержать такое большое пространство и такую сложную инфраструктуру, которая была в Украине, и смогут ее восстановить. Я бы очень надеялся, что Украина могла бы стать, да, тем мостиком единения, транзитом. Вот тогда, конечно, в нас могли бы вложить деньги. Если этого не будет, если Украина дальше начнет держать этот путь, о котором трубят со всех утюгов, что вот только НАТО, только Запад, китайцы зло, русские зло. Слушайте, вы вообще с БРИКСом пытаетесь все отношения порвать? Индия тоже плохая, это ж уже звучало. Просто звучало так, аккуратно, потому что Индия где-то там далеко. Вот, а это 40, сколько, 45% или 49% рынка. Это самый большой внутренний рынок. Это мощнейшее ВВП, это страны с реальным сектором, это страны с экономикой, которые могут вкладывать. Европа задыхается сейчас. Американцы еще сейчас ярмо украинское навесят на шею европейской стагнирующей экономики. То есть давайте теперь вы, ну Трамп же говорит, Венс, Рубио, все говорят, слушайте, вы только что сами приводили этот пример, минимальное присутствие Америки, все остальное Европа, Европа. А помимо этого, они же обязали Европу инвестировать сколько? 600 или 700 миллиардов долларов в американскую экономику, закупить энергоресурсов тоже больше, чем на 500 миллиона. И заградпошлины ввели на европейскую продукцию. То есть они удушают. Америка удушает Европу. Происходит вот, экономическое замещение, да, и смещение конкурентов европейских с международного рынка. Трамп в этом преуспевает. И он молодец с точки зрения Америки и вообще с точки зрения своей администрации. Это не Байден, который там здоровался, да, с теми, кто за него голосовал по почте. Вот, ходил, руки им жал. Вот. А Трамп очень красиво, он понимает, что такое экономика, что такое политика. Что бы ни говорили, это мощный президент, и он классно все делает для своей страны. Самое важное, для своей страны. Я не говорю там для Украины, да, там и для других государств. Поэтому Европа рано или поздно в экономическом смысле просто будет захлебываться в этих всех процессах. А Украина сейчас руками Зеленского отрезает себе альтернативы. В этом проблема. И вот если это не понять, что есть база, надстройка и настройка над настройкой. База экономика, настройка политика, идеология, объяснение, почему политика действует так или иначе. А в Украине сейчас идеология – это база, экономика вообще не нужна. Так и живем. Да, долго ли проживем, вот главный вопрос. Недолго, но красиво, да? Я в завершении хотел бы два слова, чтобы вы сказали по поводу... Ну, Зеленский в очередной раз подчеркнул, что в Украине единственный государственный язык украинский, и Россия может там требовать все, что хочет, мол, это не изменится. Однако, ну, когда, простите, пожалуйста, стирают облачение святых мощей и вешают на веревку, на прищепке, достав их и, так сказать, ну, короче, перемывают кости святым и называют это инспекцией, когда продолжается же вот эта идиотская история с русскоязычными, а потом внезапно сами бойцы говорят на фронте, так, погодите, так мы воюем, там, русскоязычных 70%, ну, вот там, на передовой. Опять-таки, кого считать русскоязычным? Понятное дело, что языки, ну, вот сам, как бы, диалект, ну, он отличается. Ну, вот
принципе, люди друг друга могут понять. У меня недавно был блогер украинский, который сбежал из армии, из учебки сбежал, перебежал через границу, сейчас беженец, ну, известный. Он, как он комик, он смеялся над Зеленским в ТикТоке. В общем, теперь ТикТок за ТикТоком удаляется, у него там уголовные дела и так далее, и так далее. Он говорил на украинском языке. Комментариев просто там, от россиян, например, комментарии просто такие: господи, да все понятно. Ну, то есть мы все не знаем украинский язык, но мы все понимаем. То есть это еще один такой как бы подтекст вот этого острого вопроса. Так к чему идут в этой сфере? Такое ощущение, что от него, от этих условий, там, вера и язык просто отмахнулись, да и все. Отмахнулись, и они заведомо не хотят принимать. Это тогда удар будет по фундаменту идеологической конструкции, которая выстраивалась 10 лет. Это же база, это фундамент. Русский язык – это фундамент, который они выбросили. Церковь, православный фундамент. То есть это все, что объединяет украинский и русский народ. То есть это политтехнологами было принято такое решение. То есть разработаны вот эти вот стратегии действий, что есть объединительные моменты: православие, язык, культура. То есть там Пушкин, Лев Толстой. Ну, не зря же там, да, я учился в Киеве, приезжал постоянно на метро на Льва Толстого. Вот, в Шевченко, когда в корпус красный ходил. Вот, Льва Толстого, это было привычно. Лев Толстой, там, Гоголь, да, ходить там по Андреевскому спуску. Сейчас вспоминаю, ностальгия берет, да, там, дом Булгакова. Они взяли Булгакова, там чем-то замотали, раскрасили. Льва Толстого это плохо, Гоголь это вообще. А Пушкин, я уж боюсь даже представить, это самый страшный человек на свете, который, наверное, сейчас возглавляет администрацию Владимира Путина с точки зрения тех, кто памятники так с таким задором пролетарским сносит. Так вот, момент, что они эти все вещи решили выбросить и вычеркнуть из украинской действительности, обыденности. Хотя, по факту, да, вот славянская группа языков, да, вот мне понятен белорусский язык. Вот, мне менее понятен польский язык, да, но, например, там на Балканах языки тоже понятные. Ты слушаешь, понятно, не все слова понимаешь, но все равно ты суть разговора улавливаешь. То же самое и русский человек понимает, как разговаривать там на украинском языке. Ну или возьмите, например, там Краснодарский край, там где станицы, да, там Кубань. Сколько песен в Краснодарском крае поется на украинском языке, да, или сколько, какой процент населения в Одессе, в Днепропетровске, в Харькове, в Киеве, да даже в Хмельницком моем родном, да, разговаривают на русском языке, чудесно понимают. Это не есть проблема. Это то, о чем я говорю. Это замещение фундамента, надстройка. Вместо того, чтобы создавать уровень жизни, заниматься благосостоянием, выполнять обещания по улучшению благосостояния населения, они вцепились в языковые вопросы. Это разделительные элементы, которые убивают единство народа. Вот вам и статья 161 Уголовного кодекса. Вот за это должны притянуть к ответственности всех, кто запрещает русский язык на территории Украины, кто запрещает молиться в церкви Украинской православной канонической, кто запрещает читать литературу, слушать музыку и прочее. То есть это ущемление прав. А тем более таких персонажей, как там Лариса Ницой, которая публично призывает вот, не просто к ущемлению прав, да, а к нанесению физических увечий для детей и для людей. То есть этого быть не должно в нормальном государстве. Поэтому они уцепились за эти конструкты, и для них они являются основой. И сейчас, когда было предложено отказаться от этого, то есть вернуть, там, причем не просто вернуть, вот вы себе представьте, Россия предложила для Украины вернуть закон Кивалова-Колесниченко, второй государственный язык российский. А после 10 лет демонизации языковой, я по-другому это не назову. Хотя, мне кажется, если бы нас послушали с вами люди, которые вообще к украинскому вопросу не имеют отношения, какие-то иностранцы, не вовлеченные в политику, они бы подумали, что мы говорим о сумасшедшем доме. В смысле, язык это плохо? Так наоборот, знаешь язык, ты красавчик, ты можешь общаться в большой языковой группе, знаешь 2-3 языка, ты вообще молодец, 5 знаешь, супер просто, тебе легче в жизни будет. Все стремятся к
наоборот, к познанию. А с учетом того, что российский язык – это язык международного общения, не только внутреннего, даже не только в России на нем разговаривают, так, тогда получается, что это постмайданная банда, простите, которая сама является русскоязычной. Друзья, ну помимо Порубия, да, который на непонятном языке изъяснялся для меня, вот, Порошенко, Яценюк, Турчинов, кто там, я уже позабывал, да, Зеленский, все остальные, Кличко, это все русскоязычные ребята. Более того, украинцы голосовали за русскоязычного президента. Фильм «Слуга народа» на русском языке был, на русском, не на украинском. Потом Зеленский во время предвыборной кампании, он же ролики на 2 языках записывал. Ну, вспомните же это. То есть, это человек, который записывал на 2 язиках ролики, ходил і розказував, що неважливо, біля якого стовпа ти зустрічаєшся з дівчиною, якщо там гарний асфальт і є світло. Это ж его слова. И также на русском он об этом говорил. А потом, получается, он взял вот эту ницойщину, да, и на себя натянул и начал пропагандировать. Потому что умные дяди, грамотные ребята из Британии, и с Америки тоже в том числе, ему объяснили, что таким образом ты стратегию нашу не воплотишь в жизнь. Необходимо ускорить разрыв. Вот этот разрыв они начали ускорять за счет ликвидации культурного пласта внутри Украины. Ведь Аваков, помните, как говорил, да, хотя он тоже участник всех этих процессов, но он говорил, что он говорит на харьковском или на какой-нибудь на слобожанском языке. Да? Ну, то есть петлял. Потому что, ну, нельзя так делать, это неправильно. Вот такая проблема. Вот если Украина рано или поздно, а я уверен все-таки, от этого безумия, сумасшествия отойдет, тогда начнется процесс выздоровления и только после него процесс восстановления. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя, ставьте лайки, подписывайтесь и самое главное, добра и света. Увидимся.